Ну, на Патонге реально людей намного меньше. Килограмм овсянки в среднем стоит 300-400 рублей. Apple Pay отключил к оплате карты МИР. Всем привет! Сегодня мы покажем обзор южных пляжей Пхукета, а также последние новости Таиланда. Поехали! Ну что, вот мы и прибыли на Корон. Вот 4 месяца назад мы как раз тут уже были, вам показывали, и тут вообще просто ничего не было. От слова совсем. Наверное, раз в час проезжала машина, вдоль вот этой вот дороги вообще никого не было, ни одной машины, ни одного байка. Сейчас, там, где вот мы припарковали байк, их огромное количество, просто некуда было ставить. И вдоль этой дороги также можно заметить, что уже что-то открыто, там сувениры, аптека работает. Тут работает какой-то рыночек, овощи продают, фрукты, огромное количество тайской еды и всего остального. Ну и тут принадлежности для пляжа. Тут какая-то стройка, кран работает. Вдоль пляжа уже заметили огромное количество людей. И, как видите, очень много транспорта, то есть жизнь кипит. Сейчас мы пойдем на пляж. 4 месяца назад на пляже было 2 человек, это мы с Машей и больше никого. Сейчас вот смотрю, пока тоже никого нет. А, нет, вот отсюда уже вижу, что шезлонги забиты, люди есть. Смотрите, еще вдоль дороги, если это проходить, можно увидеть Биг Будду. Он отсюда очень хорошо виден. Такая небольшая речушка. И такой вот алтарь, где молятся местные тайцы. Можно заметить справа огромное количество людей там. Мы уже туда не пойдем, но люди там есть. Можно заметить шезлонги, которые более-менее тут заняты людьми. Мы пройдем чуть-чуть дальше. Слышно, нет? Знаменитый поющий песок на Короне. Смотрите, на пляже появилась возможность купить фруктовый шейк, чипсы и так далее. Этого раньше не было. Смотрите, сейчас какой большой отлив. Можно заметить прям. И, как всегда, большая волна. Не очень люблю Корон из-за его больших волн. Многим нравится на них прыгать. Но, я так понимаю, совсем немного надо пройти, и там волн уже не будет. Ну, я не сказал бы, что прям очень сильно загружен пляж. Ну, вот там, если дальше пройти, там большое количество людей. Вот отсюда вижу, человек 100, наверное. А посередине прям никого нет, можно купаться. Я так понимаю, тут вот эти буйки. Купайся, не хочу. Вообще сейчас пляж Корон идеален для того, чтобы тут купаться, чтобы тут загорать, но людей далеко не так много, как было, конечно, в доковидные времена. Нам не очень понравились большие волны, поэтому мы сейчас хотим поехать до Каты. Посмотрим, как там обстановка. Возможно, там покупаемся. Можно увидеть, что тут работает и отель, и бар. Вот смотрите, уже приехала тайка, сейчас будет продавать вкусные банано-кейки, панкейки. Не очень люблю Корон за его волны, больше люблю Корон за большой тротуар, по которому можно ходить, кататься на велосипеде. Это прям очень здорово. Потому что не всегда по дороге можно это сделать. Можно увидеть огромное количество тайских кафешек, которые уже функционируют вдоль первой линии. Ну и по традиции на Короне большое количество любителей волейбола. Видите, уже играют. Ну и первое, что бросается в глаза, когда идешь вдоль пляжа Корон, это огромное количество людей из постсоветского пространства.
Их прям тут очень много. Наверное, самый такой пляж в этом плане активный. Вот мы с Машей добрались до пляжа Ката. Сейчас вам сделаем небольшой обзорчик. Главный вход. По правую сторону уже можно увидеть отмель. Такие тайские лодочки стоят. Это всегда очень радует. Справа много мест, где можно в тени посидеть. Белый песочек. И огромное количество людей. Как на шезлонгах, так и загорающих, купающихся. Честно говоря, даже не знаю, где больше, на Патонге или на Ката больше. Маш, где думаешь больше? На Патонге 100% больше. Не знаю, по мне так тут больше людей, потому что когда мы там пару дней назад ходили на Патонг, вот прям такое огромное количество людей, купающихся, не было. Интересно, с чем это связано? Возможно, тут нету этих самых медуз. Конечно, огроменный пляж, просто вот нереально большой. Он по такой дуге заворачивается туда. Ну и тут, конечно, очень красиво. Такой небольшой островочек. Сейчас немного пройдем, посмотрим. Отмель просто нереальная. Я такие большие отмели видел только, наверное, разве что на Бали. Там иногда бывало по 50, по 100 метров. Ну и тут нет таких больших волн, как на Короне. Тут вполне можно так себе искупаться. Хоть какие-то волны все-таки и есть, но это не то. Ну и тут можно видеть огромное количество семей с детьми. Дети вон одни купаются. Вот еще идут. Сейчас думаем, купаться или нет. В первую очередь это зависит от того, есть тут медузы или нет. Пока что мы не видели ни одной медузы, которая лежит на пляже. Обычно, когда отлив, их огромное количество. Они прям чуть ли не каждый метр лежат. Мы так видели на Патонге примерно каждый день, когда прогуливались вдоль пляжа. Сейчас можно сделать такой поспешный вывод, что, возможно, их тут и нет. Возможно, даже стоит покупаться. Если мы покупаемся, мы точно поймем, есть тут медузы или нет. Ну и водичка довольно чистая, то есть пока что не видно никаких водорослей, палок и так далее. То же самое можно сказать и относительно всего пляжа. Вот мы идем, и он чистый, аккуратный, нету никаких банок, ничего. То есть, скорее всего, тут убирают, за этим всем следят. Это, конечно, приятно. Можно заметить на этом пляже уже людей, которые разносят еду. Все как в доковидные времена. Мы уже практически дошли до середины пляжа, и можно заметить, что слева большое количество шезлонгов и зонтиков, и, соответственно, большое количество людей. И то же самое и по правую сторону. А вот посередине тут вообще никого нету, хотя есть флаги купаться здесь. Сейчас, скорее всего, мы тут купаться и будем. Хотя нет, Маша что-то нашла. К сожалению, медузы и тут есть. И смотрим на лицо Маши, будет она тут купаться или нет. По ходу дела нет уже. Но посередине еще никого нет, потому что тут нету, видите, никакого тенька, нигде не посидишь. Но зато можно постелить полотенце и вот так вот упасть. Решили все же скупаться здесь. Маша всегда заходит намного дольше, потому что у нее идет проверка на наличие медуз и подводных чудищ. Поэтому она всегда очень долго заходит. Маша говорит, там медуза, и поэтому боится заходить. Ну вот я зашел, тут водичка чистая. Пока что ни одной медузы. Я дошел уже вот почти по пояс. Видите, водичка прям чистая-чистая. Красота. И теплая. Надеюсь, меня медузы не ужалят, как на Патонге, и я отлично поплаваю. Маша не стала купаться, испугалась.
А мы уже скупались. Тут мы ни разу еще не купались с Машей, проезжали мимоходом 5 лет назад. Но сегодня вот впервые скупались, и, честно говоря, мне тут очень понравилось. То, что я заметил, когда заходишь в воду где-то по плечи, я увидел там одну или две такие медузки. И большинство, 90% тех, кто купается, они почему-то заходят вот по такой уровень и там барахтаются. Только в этом месте я и видел медуз. Когда заплываешь подальше, я люблю плавать далеко, там за 100, 200, 300 метров. Чистейшая вода была. Смотришь вниз, там белый-белый песок, хотя там уже приличная глубина. И зеленая изумрудная вода. Просто вот нереальная красота. И особенно вид очень красивый, когда заплываешь далеко, смотришь на берег, не видно ни одного большого здания. То есть такая зелень. Ну и, конечно же, видно Биг Будду. Сейчас узнаем мнение у Маши, понравилось ей или нет. Я на самом деле, если даже одну медузу увижу, то я вряд ли полезу в эту воду, потому что ненавижу их. Для меня это просто что-то ужасное, страшное, опасное. Пляж на самом деле очень крутой, вода тоже крутая, и медуз по сравнению с Патонгом намного меньше, но тем не менее они есть. Вот, но как бы купаться можно, и если вы не такие трусы, как я, то welcome. Вот, пройдя чуть-чуть совсем вправо, можно заметить, что тут активные спортивные мероприятия проводятся. Огромное количество людей, конечно же. Ну и многие спрашивали, как там насчет маски и можно ли на Пхукете находиться без маски на пляже. Как видите, ни у одного человека на лице нет маски. Тут песок такой немного необычный. Примерно как на Короне, но он не поющий. То есть он белый, немного с коричневым таким оттенком, очень мягкий. Мы уже ехали домой, проезжали мимо Корона, и я удивился, потому что 4 месяца назад тут абсолютно все было закрыто, а сейчас так называемая Корон-авеню, тут все открыто. Только людей не очень много, но я думаю, чуть попозже сюда еще подойдут люди. И смотрите, тут свежие морепродукты, а также вот такой вот один шашлычок стоит 100 бат. Сейчас мы уже едем домой, а завтра продолжим делать обзор юга Пхукета. Пляжи и не только пляжи. Вот мы и добрались до пляжа Ката-Ной. Совсем рядом находится пляж Ката, это вот за той горочкой. Вот. Ну и на входе можно увидеть большое количество шезлонгов. Вон там мужчина играет на дудке для кого-то. Сейчас чуть-чуть пройдем в ту сторону, потому что тут огромное количество людей. И большая волна, можно сразу ее заметить. Но водичка чистая, так смотришь, прямо она наичистейшая. Маша пошла проверять море на температуру и на наличие медуз.
У нас сегодня инспекция, мы должны проверить и найти пляж, где все-таки нету медуз, пригодный пляж для купания. Вот видите, там большое количество шезлонгов, а вот чуть-чуть пройдешь буквально вправо, не знаю, 5-10 метров, 20 уже, тут и никого нет, собственно говоря. Если хотите уединения, то пляж очень даже неплохой. Только неизвестно, можно тут купаться или нет, потому что там флаги есть купаться здесь, а здесь таких флагов нету. Но если просто тут полежать, то, мне кажется, это супер. Смотрите, сейчас вообще прям идеальная водичка, ни одной волны нет. А вот чуть-чуть дальше пройти, там будут флаги, где можно купаться, и будут вот эти вот буйки. Ну, вот видите, водичка чистенькая. Водорослей и медуз пока что нет. У нас сегодня еще будет Найхарн пляж, и вот мы сейчас раздумываем, тут скупаться или на пляже Найхарн, потому что нам хвалили и этот пляж, и следующий. И еще, что мне тут нравится, что тут вид с пляжа на зелень, на пальмы, и это очень здорово, когда нету большого количества застроенных всяких домов, это прям классно. Мы уже дошли вправо до конца, тут можно видеть такой отельчик, не очень высокий, трехэтажный. Тут, честно говоря, шикарно, потому что тут нету большой толпы, как вон там вот, да, и практически пустые шезлонги, и не так много людей, которые купаются. Ну и вид тут прикольный, смотрите, справа тут скалы, камни, прям довольно красиво. Можно даже увидеть элементы серфинга. Ну что, проверка на медуз. Вон там вот очень тяжело это проверить, потому что там сразу песок, а вот здесь вот в уголочке как раз здорово. О, смотрите, там рыбка, если вы видите. Ой, какая красивая. Посмотрите, какая чистая водичка. Просто вот мои ноги. Невероятно чистая. Офигенный пляж. Безумно нравится. На самом деле вот здесь вот достаточно такие волны, которые мешают песок, и когда проходишь, непонятно, есть медузы, нету медуз. А дальше, вон там вот около камушка, там очень удобный заход, и он просто прозрачный, и там, получается, нету таких волн, и очень удобно заходить, поэтому вон там вот просто идеальное место для купания, и я думаю, что мы как раз там и искупаемся. Мы, скорее всего, сейчас поедем дальше на смотровую площадку и на пляж Найхарн, а потом, если мы в Найхарне не искупаемся, то мы вернемся сюда и искупаемся, вот где нам посоветовала Маша. Еще что мне тут нравится, что тут нет большого количества лодок, точнее вообще ни одной лодки нет, ни тайской, ни катера или яхты, вот вообще никого нету. Нет вот этих парашютов, ну и конечно тут есть люди, которые предлагают что-то покушать. Куда без этого, на Пхукете уже это само собой разумеющееся. На самом деле даже в том месте, где нельзя купаться, люди вот спокойно заходят, вот девушка пошла и там кто-то плывет. Если тут нет обратного течения опасного для купания, то, возможно, даже тут самое идеальное место. Тут не такие волны. Купаться можно. Но если что-то случится, то спасатели тут, конечно, уже не помогут, потому что их тут нет в этом месте. Ну и еще пару слов можно сказать про песочек. Он тут белый, приятный, чистый. Чуть-чуть, видите, с таким коричневым оттенком. Это как на Короне и на Кате. Но в целом песочек прям супер. Ни одной бутылки пока не увидели. В этом плане, конечно, красота. Но это, скорее всего, благодаря вот этим всем отелям, которые на первой линии. Я думаю, каждый день идет такая масштабная уборка.
Мы едем по дороге с Ката-Ной до Найхарна, и вот просто последние 2 километра я еду и ощущаю, что я как будто не на Пхукете, а как будто на Пангане, потому что по сторонам пальмы, деревья, все зеленое, вообще ни одного дома не было, практически, вот сейчас только один появился. И все такое зеленое. Я удивлен, что на Пхукете есть такие места, где можно вот ощутить себя в настоящих джунглях. Мы прибыли на смотровую площадку Корон Вьюпоинт. Мы тут ни разу не были. Тут можно увидеть орла. Смотрите, какой он огроменный. Красивый. И смотрите, какой красивый вид открывается. Тут просто вот вообще нереальный. Тут видно все 3 пляжа, где мы были. Ката-Ной, Ката и Корон. Также можно увидеть отсюда, видно Биг Буду. На Биг Буду мы уже не стали в этом выпуске заезжать, потому что мы сегодня показываем пляжи. Также тут есть вот такая вот штука для просмотра, но нужно заплатить 10 бат. Но это у кого плохое зрение. Кто хорошо видит, в принципе, и так все видно. Тут, конечно, ощущения просто невероятные. Голубое-голубое море, и все видно. Можно увидеть, что тут есть такой проход, какие-то дорожки, и наверху есть смотровая площадка. Еще одна. Сейчас мы тут пройдемся. Мы добрались до вот этой беседки, которая находилась наверху. И отсюда, конечно, еще круче вид, просто нереальный. Отсюда вообще все видно. Очень отчетливо отсюда вот прям видно даже пляж Ката-Ной. Весь пляж Корон и Ката. Вот мы добрались и до Найхарна. Как видите, тут такой райончик очень облагороженный. Специальные дорожки такие, по которым можно бегать, ходить, кататься на велосипеде. Ну, мне вот пока что очень нравится. Но наша основная цель — это пляж, поэтому сейчас буквально еще 300 метров, и мы уже приедем на пляж. Поэтому смотрите. Еле-еле нашли место для парковки, потому что тут практически все забито. Вот видите, огромное количество байков, что вообще не подъехать, не поставить. Китайская кафешка, но сразу тут можно увидеть вот такой вот зазывающий плакат. Я бы, кстати, с удовольствием выпил. Квас я немного опасаюсь покупать в Таиланде, потому что помню, 5 лет назад как-то взял охлаждающий квас, и такое ощущение, там было градусов 8 или 9, как в Балтике 9. Поэтому имейте в виду, если хотите взять квасок, выпить и потом поехать на байке, подумайте 10 раз. Это все огромное количество байков, стоянка при входе. Уже даже страшно, сколько же там людей-то будет. Сразу же тут шейки делают. И огромное количество зонтиков. Сейчас у нас по традиции будет проверка на наличие медуз, а также чистоты воды. Вот видите, очень много людей, которые играют в такой вот теннис, волейбол. Ой, сколько людей. Я смотрел кадры 3-4 месяца назад на ютубе, и тут практически никого не было. Сейчас же тут такое ощущение даже на Паттонге меньше, если честно. Сейчас Маша проверяет на наличие медуз. У нее ответственное занятие — найти хотя бы одну медузу. Ну, сейчас по традиции пройдемся вдоль пляжа и посмотрим, как тут, что тут. Что могу пока сказать? Пляж чистый и аккуратный, бутылок нету, водорослей нету, но огромное количество людей.
И еще, что сразу бросается в глаза, это большое количество яхт, которые стоит вот прям буквально там в 100-200 метрах. Ну вот можно увидеть, да, что тут такое ощущение, как на проходной двор такой. Все люди куда-то идут, спешат, чуть ли не толкаются. Мы одно время даже думали тут поселиться где-то рядом с этим пляжем за счет того озера, которое мы только что показали не случайно, потому что там можно кататься на велосипеде, гулять, и это очень здорово. Но когда мы приехали на этот пляж, видели огромное количество людей, то поняли, что не зря мы все-таки тут не поселились. Тут, ну, на Патонге реально людей намного меньше. Но тут мне больше нравится, конечно, это то, что очень много зелени. Правда, не совсем пальмы, видите, тут такие сосны стоят. А пальмы вон там, если чуть подальше пройти. На самом деле, я помню, что впервые, когда попали в Пхукет, Найхарн нам рекомендовали как один из таких классных пляжей. И, ну, он действительно неплохой, но по количеству народу, который тут есть, лично для меня он абсолютно не классный, потому что хочется все-таки купаться с меньшим количеством людей. Но я так понимаю, что некоторым нравится, когда много народу, поэтому здесь уже вы смотрите на свой выбор, что вам нравится больше. На самом деле люди все разные, и одни приезжают там покупаться в тишине и в единении с природой, а кому-то нужно себя показать, свои красивые купальники, на других посмотреть, побыть в, так сказать, гуще событий, поэтому здесь тоже мы все разные. Ну, все, мы дошли до конца пляжа. Тенечка тут мы так и не увидели, то есть, если вы хотите тенек, то надо, конечно же, брать шезлонг и идти под вот такие вот зонтики. Только что приехали с Котоной, и мы там не скупались, я уже, честно говоря, очень сильно жалею, потому что вот с этим пляжем, конечно, не сравнить. Сейчас, возможно, поедем туда, чтобы скупаться успеть, потому что тут, ну, прям вот посмотрите. Вот, люди заходят там большой группой и стоят. То есть надо как-то обходить. Очень напоминает черноморские курорты. Пока что мы не заметили ни одной медузы. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, тут медуз нету. Смотрим, какое тут у нас море. На самом деле достаточно прозрачная водичка. И вот здесь вот опять сбоку, вот в таком местечке. Потому что вон там вот песок смешивается с водой, это вообще непонятно, где ты идешь, почему ты идешь. А тут, смотрите, прозрачная водичка. На самом деле в Котоной она была такая более голубая, она какая-то чуть зеленоватая. Но, насколько я вижу, медуз тут тоже нету. Я просто так понимаю, что в этой стороне их нету. Ну, тут, в принципе, купаться достаточно комфортно именно сбоку. Смотрите, прям прозрачная вода. Видно дно. Водичка теплая. Единственное, здесь чуть как в Финском заливе. Идешь, и достаточно долго нужно пройти, чтобы было глубоко. Вот тут справа, где мы сказали, круто покупаться, тут красный флаг. Купаться тут нельзя. Тем не менее, люди купаются. Нам с Машей единогласно понравился Котоной. Сейчас 5:30, наверное, успеем на закат скупаться. Заодно покажем вам закат. Смотрите, тут при пляже есть туалет 10 бат и душ 20 бат. Это очень здорово. Хоть где-то можно переодеться, помыться.
Вот мы приехали на Кота-Ной. Сейчас будем купаться. И сразу после купания вам расскажем, что мы ощутили. Мы только что скупались, получили большое удовольствие. Вода наичистейшая, и даже было большое количество рыб. Прям плывешь и видишь, вокруг тебя такая стая. Справа, слева, но ни одной медузы не видел. А еще я заметил, что большое количество людей были с масками, то есть тут неплохой снорклинг. К сожалению, у нас с собой маски не было, я бы с удовольствием посмотрел, потому что вода прям прозрачная. На юге Пхукета мы посетили все самые заметные рекомендованные пляжи. Можем с Машей поставить 10 баллов из 10, это именно Кота-Ной. На юге Пхукета этот пляж Кота-Ной, на мой взгляд, самый лучший, и сюда хочется возвращаться и приезжать, плавать, загорать, отдыхать. По мне он максимально комфортный, красивый, чистый и, конечно же, без медуз. Вообще, этот пляж из того, что мы видели на Пхукете, нам понравился пока что больше всего, но мы еще не посетили некоторые пляжи, поэтому в следующих сериях мы расскажем, какой же из них самый лучший. А теперь мы расскажем последние новости, которые касаются нас и проживания в Таиланде. Первое, это мы все-таки смогли перевести с нашей карточки Тинькофф MasterCard на тайскую карту. Это случилось не напрямую, конечно же, а с помощью приложения PaySend. Мы оплатили часть оплаты за байк уже на следующий месяц. Это уже немного развязывает руки, потому что можно теперь уже оплачивать как байк, так и жилье с помощью перевода на карту. Единственный момент, что нужно переводить не на номер карты, а именно на номер счета. И самое, что интересно, когда я сделал перевод, он был не по обменному курсу, а по очень выгодному, всего лишь 3,2. В тот момент, когда Тинькофф показывал 3,8. А все подробности, как именно сделать перевод, мы писали в нашем телеграм-чате. Он будет по ссылке снизу. А также подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних событий проживания в Таиланде. Также хотим отметить, что курс стал немножечко ниже, но в обменниках он, тем не менее, еще высокий. Сейчас, к примеру, в приложении Тинькофф 1 к 3,5. Но большинство людей сняло большие суммы денег перед включением визы и MasterCard, когда курс был 1 к 4. Именно поэтому Таиланд перестает быть бюджетным местом для зимовки. Мы даже для вас сняли небольшой обзор цен на продукты. В нем мы говорим именно тот курс, по которому мы сняли на месяц, даже полтора вперед. Это был 1 к 4 и 1, 1 к 4 и 2. Сейчас мы вам вкратце расскажем самые популярные товары, которые чаще всего мы покупаем. Какая стоимость сейчас в Таиланде. Точнее, цены-то остались те же, но курс поменялся, и теперь получается так, что абсолютно все товары стали в 2 раза дороже. Килограмм овсянки в среднем стоит 300-400 рублей, а питьевая вода 6 литров стоит 160 рублей. С шоколадом и так в Таиланде были проблемы, он всегда был дорогой, а сейчас получается еще дороже. Смотрите, обычный сникерс, который совсем маленький, он стоит в районе 110 рублей. 3 десятка яиц стоит 109 бат, это получается в переводе на русские рубли 440 рублей. Курица в среднем стоит 80 бат, грудка с кожей в переводе на русские рубли получается 320 рублей. Свинина в среднем стоит 140-160 бат, в переводе на русские рубли это получается в районе 600 рублей. Десяток яиц стоит 52 бата, это получается 200 рублей. Если хочется побаловать себя картошкой, то она будет стоить 200 рублей за килограмм. В батах это 50 бат. Большая упаковка хлеба стоит в среднем около 40 бат, получается 160 рублей. Килограмм наших любимых желтых манго сейчас стоит 50 бат, в принципе, как и раньше, но в переводе на русские рубли это будет стоить 200 рублей за килограмм. Сахар стоит в районе 20 бат, это на наши где-то 80-90 рублей. И как видите, с ним тут как раз таки проблем нет. Полные полки. Так что, кому нужно, я привезу на родину. Это была шутка. Для любителей выпить пиво, самое популярное пиво в Таиланде Чанг, сейчас на наши 200 рублей. Поэтому для любителей алкоголя сейчас Таиланд не самое то место. К сожалению, карты МИР не принимаются в магазинах. Также нет возможности никак снять. Карты МИР принимаются там в Вьетнаме и еще каких-то там 8 странах. Таиланд пока не участвует в этой системе. Но даже если бы он и заучаствовал, буквально вчера или сегодня пришла новость, что Apple Pay отключил к оплате карты МИР. То есть только чуть-чуть какая-то надежда сразу тебя назад откатывает. Но мы все равно надеемся, что рано или поздно нормализуется курс,
и появится какой-то еще более удобный способ вывода и также оплаты в магазине. Но даже то, что уже есть, с помощью PSN, в принципе, можно существовать в Таиланде, находить каких-то экспатов, у которых есть тайская карта, и с помощью них как-то выводить деньги. Или же напрямую тайцам пытаться объяснить, что будет перевод через приложение PSN. Это уже, в принципе, неплохо, и это большой шаг к тому, чтобы остаться тут не на 1, 2, 3 дня, а на месяц, на 2 подольше. Не бойтесь просить помощи у тайцев, если вы в ней нуждаетесь. Они обязательно помогут, потому что они, в принципе, очень отзывчивые. Только единственное, нужно обязательно все подробно объяснить, что конкретно вам нужно и почему. Спасибо всем за просмотр. Если это видео было полезно и интересно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!